Привет, ребята! Ездили мы на турбазу, а на утро к моему домику пожаловал вот такой гость. Я думал, он просто заблудился и хотел подтолкнуть его, чтобы тот улетел на дерево, ведь на земле небезопасно, из-за котов. Птенец почему-то передумал улетать и ушел от ступенек подальше. А может, это вовсе и не птенец? Я, конечно, не орнитолог, но судя по количеству пуха на теле, пернатая скорее всего совсем юная. Первое время я даже не мог понять, почему он не улетает. Из-за того, что не умеет или получил повреждения. Вот тут видно неправильно торчащие перья на левом крыле. Когда я очередной раз подтолкнул его к выходу и сказал «давай лети», совенок наконец послушал меня, но полететь не смог. Ну давай, лети. Не может. С правой стороны проблем с крылом, как видим, нет. К сожалению, чего не скажешь про крыло левое. Совенок привлек не только наше внимание, но еще и многих детей, которые отдыхали рядом. Пока дети смотрели, как птенец прыгает по траве, я гуглил, что делать. Совет простой – подсадить на дерево и не вмешиваться в дикую природу. Но в таком случае уже завтра от него останутся одни перья. А как бы вы поступили на моем месте? Вижу. Да, и он взлететь не может. Кстати, на территории турбазы около 40 таких домиков, и совенок прилетел именно к нам. Это всего лишь случайность? Или случайностей не бывает? Как бы там ни было, мы забрали его с собой. На обратном пути мы заехали и купили замороженных куриных сердечек. Это все-таки хищник и питаться должен мясом. Наковыряли 8 штучек и закинули размораживаться в микроволновку. Сердечки довольно крупные для не самой крупной птицы, поэтому предварительно каждое разрезаем на 4 части. Птенца мы уже пересадили в картонную коробку, на дно постелили травы, а под траву целлофановый пакет, чтобы не размокла сама коробка от продуктов жизнедеятельности совенка. А в самой коробке наделали отверстие для вентиляции. Мы не хотим гоняться за птенцом, поэтому коробку будем закрывать. Забавно, что когда птенец хочет отпугнуть, он щелкает клювом. А еще он умеет грозно шипеть. Переходим к кормлению. Лучшая защита — это нападение, решил пернатый и грозно щелкал клювом, но довольно быстро понял, что ему предлагают еду и принял угощение. А затем принялся еще и еще жадно глотать кусочек за кусочком. И каждый раз смотрел, мол, где ты там, я уже голодный, давай следующую порцию. Как вы видите, кормим мы с пинцета, ибо не очень хочется попасть под клюв, а каждый кусочек еды предварительно смочен в воде. Таким образом, отдельно поить птицу водой нет необходимости. А еще с этого ракурса хорошо видно, что на крыле у птицы не хватает перьев, а одно до сих пор находится в неприродном положении. При этом правое крыло очень сильно отличается от левого. Возможно, это даже не птенец, а взрослая раненая птица, это мы еще выясним. В какой-то момент пришло насыщение, и хищник прекратил трапезу. Вот только еду с клюва отпускать не стал. Более того, в таком положении пернатый начал засыпать. Вот я решил убрать всю пищу, что проронил совенок. Так как клюв занят, он стал атаковать лапой, а затем и вовсе убрал еду под лапу и нападал клювом. Когда в его гнезде навели порядок, собрали остатки пищи, а каждый кусочек промыли и предложили заново, птица с удовольствием продолжила трапезу, но съела только 6 кусочков, а 7-й снова задержала в клюве. Первое кормление у нас было вечером, утром пернатый есть отказался, и вот пришло время для обеденного перекуса. На сей раз мы разделили сердечки вдоль на 4 части, может так пернатому будет легче заглатывать пищу. Судя по реакции, он снова рад нас видеть. И снова первый кусочек пищи воспринял враждебно, но от лакомства не отказался. Пусть думает, что это его честная добыча. Дальше кормление пошло проще, но крылья свои он расставлять не забывал, показывая, какой грозный хищник.
Только после 10-го кусочка совенок успокоился и смирно сидел, ждал каждую новую порцию пищи. Съел он приблизительно столько же, сколько накануне вечером, прежде чем стал пассивным. А затем стал много ронять или задерживать в клюве. Первых 2 дня наш совенок питался сердечками, а на 3-й пришла долгожданная посылка. Здесь находится то, чем кормят хищных птиц. Вообще не только птиц, еще и змей и прочих плотоядных домашних животных. Еда замороженная, поэтому бумага мокрая. Внутри черный сверток, упаковано надежно, никто не доберется. Еще и фольга внутри. Так долго распаковывал, а что внутри все равно не покажу, дабы не травмировать вашу психику. Просто скажу, это суточные замороженные цыплята. Мы разморозили одного цыпленка, нарезали мелкими кусочками и готовы предложить новое лакомство нашему пернатому другу. Как обычно, первый кусочек должен достаться с боем. Даже 2 раза укусил меня за палец, прежде чем взять кусочек мяса. Кстати, разрезая цыпленка, не нужно специально отбирать пух или косточки. Во-первых, косточки еще мягкие и не застрянут в горле. Во-вторых, послужат отличным источником кальция. А пух послужит средством для чистки желудка. После нескольких кусочков опасный милый хищник перестал бросаться. Видать, понял, что я не представляю опасности, а скорее источник вкусной пищи. Вот тут совенок перестал глотать пищу. Я постарался объяснить, что если он не будет есть, то заберу, чтобы не нес с собой в постель. Пернатый при этом не намерен расставаться с добычей и переложил ее в лапу. Трапеза окончена, время пособирать остатки пищи и выпавшие перья. Заодно немного ласки для пернатого. А теперь посмотрим на выпавшие за 3 дня перья. Некоторые выпали вместе с мясом. Пока непонятно, это линька или связано с травмой крыла. На данном этапе раздражать птенца не будем, но скоро устроим ему более тщательный осмотр. Совенка я разместил на балконе, но так как он растет, места в коробке ему стало мало, и он постоянно из нее выбирается. Как вот сейчас, сидит и глазеет по сторонам. А еще каждый раз после того, как он выбирался из коробки, балкон превращался в какой-то общественный туалет. Поэтому пришлось коробку заменить. Теперь его домик будет в 2 раза больше. Как там в той знаменитой поговорке: мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому, уезжая на дачу, взяли совенка с собой. Сам себя он не покормит, заодно смотрим малыша подробнее. Кстати, а вы знали, что совиные не могут поворачивать глаза в сторону, только крутить головой? 14 шейных позвонков позволяют поворачивать голову на 270 градусов в каждую сторону. Здесь отлично видно, насколько легко поворачивается шея. Летать он, конечно, не научился, но пару попыток совершил. Мы ему дали немного возможности попрыгать и помахать крыльями, но, видимо, птичка еще не готова к таким физическим нагрузкам. Только устал и сбил себе дыхание. Больше пытаться не хочет, цепился крепкими лапами и сидит отдыхает. Мы еще не нашли специалистов-орнитологов, которые бы сказали, что у нас за птица, но уже понятно, что это не сыч. Судя по рожкам на голове, это либо сова с плюшкой, либо ушастая сова. Как вы понимаете, это, конечно, не ушки, а кисточки на голове. Сейчас повернет голову, я покажу вам ушные раковины. Еще одной возможной причиной, почему он так глубоко дышит, может быть жара на улице. 35 градусов в тени. Сейчас бы покупаться. К тому же, проведя почти неделю в коробке, птица имеет неприятный запах. Зато мухи были в восторге каждый раз, когда мы открывали коробку. А еще говорят, что совы любят купаться. Пора этот факт проверить наяву. Оказавшись в тазике с водой, не сказать, что пернатый выразил огромное желание плескаться. Давай, братан, ты ж воняешь уже. А может, он просто стесняется купаться при свидетелях? Пришлось ему помочь намокнуть, за что я, конечно, был укушен очень много раз. Зато каждое перышко и каждый пушок, хоть немного, но был смочен водой. Скорее всего, это первое в жизни купание для совенка, поэтому он просто еще не знает, что любит купаться.
А еще благодаря купанию мы обнаружили рану на крыле. Прям отчетливо видно рану от укуса. Может, я и не прав, но по этим кадрам совенок совсем не выглядит довольным от купания. А значит, пора заканчивать банные процедуры и вынимать с воды, пусть обсыхает. То, как он отряхивается от воды, выглядит очень забавно. Сел бедняжечка в углу и весь дрожит. Забираем пернатого из тени и перемещаем, пусть обсыхает под солнечными лучами. Держать в руках до тех пор, пока он не высохнет, будет очень долго, поэтому пересадим его на дерево. Думаю, чему-чему, а сидеть на деревьях он уже должен был научиться. Я думаю, пернатый уже устал от нашего внимания и постоянного присутствия, поэтому оставим его на дереве, пусть греется и сохнет. А еще, видимо, после купания ему захотелось спать, так что не будем тревожить сон и уходим. A few minutes later. Прошло минут 30 и совенок сам позвал на помощь. Впервые слышу от него такой пескливый голосок. Больше оставаться наедине он не хочет, зато хочет, чтобы его согрели. Мы нашли старое полотенце и укутали нашу куколку. Вот теперь он наверняка согреется. А еще в таком положении и под таким слоем одеяла бороться со сном стало намного сложнее, и веки становились все тяжелее и тяжелее. Пока пернатый ушел в царство Морфея, я отправился жарить шашлыки, периодически навещая, дабы убедиться, что все хорошо. И надо сказать, птичка проспала больше 2 часов, а затем согрелся, обсох, конечно же выспался и выбрался наружу. Я взял птенца в руки и хочу подробнее рассмотреть рану. Больше видимых повреждений я не нашел, а место повреждения помазал заживающим кремом для ран пантестином. Итак, прошло уже 2 недели с тех пор, как совенок поселился у нас. Забыл сказать об одном нюансе кормления, может кому пригодится, если столкнется с похожей ситуацией. Прежде чем мелко нарезать цыпленка, я ждал, пока он разморозится. Однажды решил разморозить в микроволновке и сильно об этом пожалел. Вонь на кухне стояла такая, что желудок выворачивала наизнанку. Поэтому сейчас я нарезаю цыпленка прямо мороженого, кидаю в горячую воду, и пища готова к употреблению меньше чем за минуту. Ребята, если вы любите животных, предлагаю вам канал Иллюстрации Добра. Здесь вы найдете невероятные истории, интересные поучительные рассказы из жизни. Все это сопровождается захватывающей сюжетной линией с непредсказуемым финалом. Ребята, давайте поддержим канал Иллюстрации Добра подпиской. Ссылку на канал вы найдете в описании. Сегодня все, пока. Пока-пока.